3,5 миллиона и 10 дней. Мы готовы. Через 2 дня у тебя готовая квартира. Обычно мы делаем премиум интерьеры. Это невозможно. Дизайнеры от Бога. Для простых смертных. Оман, дорогая мебель. Буквально год назад, всего лишь год назад мы работали с интересным проектом виллы в Омане. И задача была необычная. Это был вызов. Да, это был вызов. Обычно мы делаем премиальный интерьер. Здесь же нам нужно было укомплектовать виллу на 3 этажа, 350 квадратных метров с бюджетом 3,5 миллиона рублей. Сейчас дизайнеры все рыдают просто. Мы рекламируем что-то не то. После этого видео к нам пойдут эконом делать. Почему мы согласились? Это была проверка себя. Я считаю, что когда у тебя большой бюджет, когда есть деньги на дорогую мебель, то это проще сделать, чем если бюджет ограниченный. Вот мы решили этот миф развеять и показать, что можно сделать красивый дизайн со вкусом, даже с небольшим бюджетом. Да. И почему-то мы выбрались в Оман. А если бы это был не Оман, то мы бы не согласились, да, в России. Ну, в России, да. В России, а так хотелось посмотреть новую страну. В общем-то, 2 в 1. Но надо еще обратить внимание на то, что вилла уже была полностью с отделкой, с ремонтом, с сантехникой. То есть наша задача стояла именно декор, посуда, техника и текстиль. Вилла куплена как инвестиционная недвижимость, чтобы сдавать ее на Airbnb и других площадках по сдаче жилья в аренду. То есть она не для постоянного проживания. И когда ты делаешь проект под сдачу, здесь важно, да, учитывать такие практичные моменты, то есть цвета мебели, спальные места, количество спальных мест, чем больше, тем лучше будет сдаваться и дороже будет сдаваться объект. Наличие определенной комплектации по стандарту Airbnb. Но главное, мы не сказали в нашей задаче, у нас был не только ограниченный бюджет, но и время. Нужно было укомплектовать виллу за 2 недели. Мы постоянно соглашаемся на что-то непонятное, да? 3,5 миллиона и 10 дней. Мы готовы. Мы именно это делаем постоянно. Как мы делали замер? Это отдельная история. Так как у нас параллельно есть проекты в Дубае, то пока мы находились в Дубае, оказалось очень легко оттуда выехать на 1 день в Оман. Это самолет 1 час в одну сторону, 1 час в другую, одним днем, и сделать замеры. Но не тут-то было. Мы купили билеты с Людмилой из Дубая в Оман. Визы там не нужно, никакой предварительной подготовки не нужно. Поэтому утром рано мы поехали в аэропорт. Без чемодана. Просто вот как просто с рулеткой. Мы же едем просто на замер, да, с рулеткой. Наш рейс, это был, что, Саудовская Аравия? Запомнили его надолго. Они переносят рейс на 2 часа. Мы сидим в кафе в аэропорту, едим, смотрим, ну, посадка началась. Мы подходим к нашему гейту посадки, смотрим, что стоит очередь на посадку. Ну, мы сели рядышком, смотрим на эту очередь, или даже встали в эту очередь. Да, мы стояли в очереди. Стояли в очереди. И в итоге написано на табло: посадка завершена. И люди такие просто расходятся. С чего ради они там стояли, непонятно. Оказалось, что эта очередь стояла на этом же выходе на посадку, но на следующий рейс. И они просто стояли, ждали очереди на следующий рейс. Билеты у нас оплачены были заказчиком. Но мы понимаем, что раз они уже оплачены, мы должны туда прилететь, это наша ошибка. А мы смотрим ближайшие рейсы, из другого аэропорта через 2 часа есть рейс. Нанимаем такси. А это еще было из Шарджи, откуда-то из Дубая, до Шарджи час ехать. В итоге в аэропорт. Приезжаем в другой аэропорт. В Дубае спокойно мы прошли посадку, вовремя вылетел самолет, и мы вылетели спокойно в Оман. Достигли пункта назначения. Измерили объект. Нам открыл менеджер просто вдоль и поперек. Причем у меня была, я помню, температура. Мне было в целом очень плохо в этот день. У меня была температура вообще-то. Да. Я почувствовала как свою. Ну, в общем, нам не только показали виллу, но нам в целом провели такую экскурсию красивую по этому району, показали весь комплекс этих вилл. Это целая бухта, которая застроена этими виллами, и красивый отель на берегу. Да, это сеть отелей Jumeirah, самые лакшери отели, в которых я когда-либо была. Этой сети принадлежит Бурдж Аль Араб, Jumeirah Аль Касер в Дубае, совершенно роскошный отель, Jumeirah Мадинат рядышком, там у них 3 отеля. У них есть отели и на Мальдивах, и на Бали, и в Лондоне, и в Нью-Йорке. И вот они построили в Омане. Какая-то абсолютной красоты бухта. Они ее нашли природную, что ты можешь на берегу сидеть часами, любоваться бухтой. Они строят 5-звездочный отель, и за отелем по такой линии строят виллы, которые относятся ко всему комплексу
И виллы могут пользоваться сервисом и услугами самого отеля и пляжа. И сама территория. Там есть чем заняться, это не какая-то пустыня. На самом деле Оман очень красивая страна. Она более с такой арабской аутентичностью, атмосферой. Красивые здания, которые в таких светлых песочных тонах, все выдержаны по стилю, по цветовой гамме. То есть ты приезжаешь, и ты прям сразу чувствуешь, что ты попадаешь в другую культуру. Он более зеленый, как мне показалось, чем Дубай. Да, согласна, что насаждение. Ну и вообще эти красные горы, да, вот эти песчаные, большие, огромные такие барханы, скалистые горы, на которых там вот в горах нет вообще ни капли что-то зеленого, оно все желто-красное. Это поражает, потому что отличается от того, что мы привыкли видеть. Оман, он именно славится своей какой-то природой, пейзажностью, тем, что можно на яхтах по этим всем бухточкам кататься и смотреть на скалистые берега отвесные. В общем, природа изумительная. В Маскате есть эта маленькая бухта, и в ней построили искусственную реку, насажали столько красивых растений, что я думаю, почему в нашем климате, где есть дожди и условия более благоприятные для растительности, не делают так красивые ландшафты? На территории самой виллы, на территории участка есть небольшой бассейн. Эти виллы, они объединяются в такой ансамбль, среди которого есть общая зона с большим бассейном, с теннисным кортом, с детской площадкой, для того, чтобы соседи взаимодействовали между собой, чтобы людям было не скучно, чтобы они могли там общаться, встречаться, проводить время. Есть и детская площадка, и дорожки вот вдоль этого искусственного русла реки. И сам, конечно, пляж шикарный. То есть заняться есть чем. Поэтому, если вы вдруг хотите поехать в Оман, в эту виллу, укомплектованную нами, и отдохнуть... Ссылка под видео на бронирование виллы с нашим дизайном. Да, но если нам дадут вставить ссылку, может быть, это будет просто телефон, пишите нам, мы вам обязательно скинем. Давай расскажем про сам дом. На первом этаже у нас кухня отдельная столовая и большая гостиная, также техпомещения и зона для персонала. А на втором этаже 4 спальни и такая мини-гостиная, тоже общая зона между спальнями. И задача была в первую очередь как можно больше сделать спальных мест, причем чтобы 2 спальни были универсальные, с раздвижными кроватями, да, то есть если это какая-то приезжает компания или семейные пары, или дети разнополые, чтобы они могли спать отдельно, но если требуется, чтобы можно было сдвинуть кровати. Это было одно из ТЗ, одним из пунктов ТЗ клиента. И это сложно в реализации, потому что вот эти кровати, они должны быть без... Да, это очень специфичный момент, потому что если поставить обычно двуспальные кровати, у которых матрас кладется в царгу, то между матрасами вы получите расстояние там, шириной 5-10 сантиметров, что очень неудобно. Ты никаким матрасником это не перекроешь. Для отеля, да, специально идет модель вот этого основания, на которое кладется матрас, и при сдвижении матрасы становятся плотно друг к другу. Да, чтобы ты не проваливался куда-то между. Да. То есть одним днем мы сделали замер, мы уехали в Дубай и в Россию. За 2 недели мы подготовили коллажи. Мы никогда не делаем для проектов в арабских странах визуализации, долгие проекты. Мы делаем быстрые коллажи, быстрые подборки сразу предметов мебели и декора с сайтов, потому что там нет времени, пока вы будете делать визуализацию. Это все раскупят, вы уже это не приобретете потом. И даже с учетом того, что на подготовку у нас ушло 2 недели, по факту нам все равно пришлось выбирать в итоге на месте замены тем позициям, которые были уже раскуплены. Да, мы утвердили с заказчиком все наши коллажи на все комнаты, но приехав в Оман, мы поняли, что в магазинах этого нет. Оно все раскуплено, и пришлось уже на месте как-то подбирать похожие Да, и сначала мы вообще хотели закупать дистанционно, то есть оплачиваем менеджером по QR-кодам, по ссылкам на оплату. Как мы делаем в Дубае. Как мы делаем в Дубае, да, но почему-то в Омане еще не дошли до этой технологии, и мы поняли, что, только ехать туда лично и ехать по магазинам, оплачивать кэшем. Я помню, что первый раз, когда мы закупали какую-то мебель в моле, я вызвала через их приложение такси, какое-то там специальное у них по своим ценам. Таксистами в Омане могут быть только оманцы, Только местные жители по закону. Да, никто иностранец не может, только местные. И вот приезжает на минивэне за нами оманец, везет нас и говорит: а давайте заедем вот здесь вот для машин есть такая парковка для чая, попьем чай. Я думаю, в целом уже 11 ночи, конечно, мы устали, давайте заедем. Он в окно делает свой заказ и приносит нам очень сладкий такой оманский чай со специями и такие какие-то булки оманские с чипсами. Оманские чипсы — это, оказывается, тоже национальное блюдо, которое
во все лепешки, значит, у них добавляется. То есть мы успевали замечать приятно с полезным. И закупками заниматься, и познавать культуру местную. Да. И, в общем, он меня накормил этими булками и чаем. Мы уехали в дорогу, там, сколько, 40 минут до Маскат-Бэя, вот этой бухты. И потом, конечно же, мы вызывали на все доставки его. Людмила, как ты выбирала магазины в Омане, когда ты до этого ни разу там не была? Но в первую очередь я посмотрела изначально те бренды, с которыми мы уже работали в Дубае. Это сетевые магазины, у которых есть несколько локаций, несколько шоурумов. И, соответственно, нашла по карте их в Омане. Плюс также по картам искала еще альтернативные магазины. И, соответственно, мы в первую очередь начали подборку с них. И когда мы приехали уже, они там сгруппированы. То есть в одном молле большом есть несколько брендов мебельных, которые поставляются там из Турции, из Индии. Ну, в основном там такой ассортимент. И, соответственно, мы сразу в одном месте скупали несколько брендов. Давай расскажем про мебель в Омане, да и в Дубае. На самом деле, в первую очередь, там удобно то, что ты приезжаешь в один магазин, и ты можешь укомплектовать все. И кровать, и тумбочки, и обеденный стол, и стулья, и светильники, и картины, и пледы. Ну, условно, как Икеа, только, так скажем, уже такого более высокого уровня и с более разным ассортиментом по стилю. Потому что в России ты в одно место приезжаешь, у тебя будет 20 кроватей, за тумбочками ты едешь в другое место. И то же самое там со стульями, с люстрами. То есть ты приезжаешь в торговый центр, и у тебя будет 150 люстр вообще разных на выбор, и ты должен как-то в голове у себя совместить, какая люстра подойдет к твоему интерьеру, или какой ковер подойдет к твоим шторам. А там нет, там уже все продумано, как-то укомплектовано по сетам, и это на самом деле, во-первых, очень удобно. Может быть, поэтому там профессия дизайнера интерьера не очень популярна, Да, потому что там уже ты приходишь в магазин и покупаешь красиво собранные сеты. Да. Ну, единственное, конечно, там много таких моделей, которые, скажем, уже морально устарели в плане слишком много золота, слишком блестящий такой. Это арабский стиль. Ну да, он свойственен, да, для этого менталитета. И разные стили есть, как и такой эко-стиль, джапанди, так и такой лухари, популярный среди арабов. Во-первых, интересно выбирать. Во-вторых, цены, они, конечно, удивляют, потому что в переводе на рубли, ну, ты просто не найдешь в России такой же альтернативы визуально, да, эстетически и по качеству. И если приводить конкретные цены, вот диван мы купили в гостиную, угловой, большой, с красивой тканью, рогожкой а-ля Минотти. Какая была цена? 10 тысяч реалов. Это 250 тысяч рублей. Кровати, то есть это тоже широкие кровати с большими изголовьями, со стилями. Кровати что-то там вообще были По 70 смешно. Тысяч рублей, мне кажется. Нет, они, по-моему, стоили от 4 до 6 тысяч реал. Но, в общем, это такие классные кровати, классные модели с большими изголовьями, причем, между прочим, за 6 тысяч реал это был комплект в мастер-спальню с тумбочками. Ну, то есть это было шок такой культурный. Да. И мы смотрим не какой-то Икеа, мы смотрим красивые столы с отделками мраморными, даже не керамогранита, это натуральный мрамор. Мы смотрим тумбочки, которые не в ЛДСП, не в пленке, а в реальном шпоне дерева отделано. Да, потрясающий, очень красивый стол, огромный 3-метровый стол на 14 человек. Тоже он стоил очень дешево, из натурального шпона. То есть он и тактильно приятный, визуально красивый, и по размеру большой. Конечно, нас удивляет вообще, откуда они это берут. Как будто бы можно там покупать и привозить в Россию, потому что здесь нет таких цен. Даже шторы мы нашли на весь дом. Это 4 спальни, 2 гостиных, столовая и кухня. Во все зоны шторы это блэкауты и тюли где-то на 250 тысяч рублей. Да, 6 комнат, но куча окон. И это мы не готовые нашли, как на Озоне. Здесь это будет нашито на заказ. Нашили на заказ за 3 дня за 250 тысяч рублей. То есть здесь я просто понимаю, что в России это бы стоило 1 000 000 рублей минимум с недорогой тканью. Второй наш выезд. Первый у нас был на 1 день. Второй мы купили билеты на 8 дней. Вы знаете, квартирный вопрос, да, когда снимают, они типа там заезжают на выходные, и все, через 2 дня у тебя готовая квартира. Да, здесь мы 2 девушки хрупкие, значит, покупающие, вот так сгребающие мебель.
И просто, значит, с 8 тележками каждый день из магазина, едущими домой. Я помню, да, этот шок менеджеров, которые нас там провожали до такси. И ладно, да, большую мебель еще купить, но ее нужно дождаться. Доставку идет, он говорит, у нас доставка 10 дней. У нас, говорит, через 5 дней уже вылет обратно. Нам она нужна здесь. И в итоге мы договаривались со всеми об уникально быстрых условиях доставки, чтобы они нам за 5 дней привезли. Не всегда все идет по плану, значит, пообещали, да, они привезти и даже почти привезли, но не все. Что-то они просто забыли на складе. Пришлось покупать билеты на другие даты, чтобы остаться и завершить. Вот, казалось бы, буквально 2 дня. Но у нас с билетами постоянно, потому что мы оттуда не улетели в первый день. Обратно мы тоже не смогли вылететь. Мы приезжаем снова на Air Arabia, второй рейс обратный, который у нас есть из Омана. Я знаю, что в России, если вы покупаете стыковочные билеты туда-обратно, то если вы не попали на первый рейс, вы уже не попадете на второй рейс. Я утром, когда мы Air Arabia пропустили, я подошла к стойке и спросила, а у вас как? Они говорят, у нас все нормально, летите в Оман другой авиакомпании, вечером возвращайтесь в Air Arabia. Мы приехали рано, мы освободились там, после замера где-то в 10 вечера, и в аэропорту провели еще до часу ночи, до нашего рейса, еще 3 часа. И вот спустя 3 часа мы подходим на стойку, а они говорят, знаете, так, вы не улетели, да, а вы уже зарегистрированы? Ну, постойте сейчас, когда все сядут в самолет, вы тогда в конце подходите. Мы уже заподозрили что-то неладное. Все сели в самолет, остались мы одни, и в итоге они говорят, мы вас не можем посадить, у вас визы нет в Дубай. И началась просто полчаса разбора. У нас 3 месяца можно находиться без визы. Мы русские, нам не нужна виза. Да. Я решила, что утром я недостаточно была настойчива вылететь. И тут я должна быть более настойчива. Я начала их снимать на телефон. На что он вырвал наши паспорта и сказал, что он обратится в полицию, потому что снимать у них запрещено. И, в общем, мы остались еще там на пару часов разбираться с ними, самолет улетел без нас. Дальше мы покупаем билеты снова на Fly Dubai и через пару часов подходим к их рейсу, спокойно, без лишних вопросов. Нас сажают в самолет, и мы улетаем в Дубай. Поэтому сейчас Air Arabia для нас это просто черный список авиакомпаний. Да. И у нас был такой ключевой день во всем этом. После всех закупок мы уже все подобрали, в основной массе там лишь декор закупили. Все доставки были назначены в ключевой последний день. То есть к нам приезжали целые газели с машинами, ну представьте, там сколько, 1, 2, 3, 6 кроватей. Собирать матрасы, да. Собирать тумбы. Да, диван огромный привозили, то есть... Устанавливать телевизор. И у нас, и причем мало того, что это все установить, после этого у нас был еще огромный КамАЗ, целый коробок, упаковок и мусора, да. Плюс нужно еще убрать все, нагладить простыни, все заправить, развесить шторы, подготовить посуду. Потому что мы пообещали заказчику, что мы еще и снимем объект. Да. В общем, все начиная там от удаления наклеечек с посуды и вазочек, да, до уборки, клининга, поэтому у нас и клинеры работали, и у нас человек 20, наверное, работало параллельно, одновременно в один день. Здесь моют, здесь гладят, здесь вешают шторы, здесь собирают кровать. Ну, в общем, это был такой еще квест. Но в итоге все сделали, но фотосъемку мы провели уже перед вылетом в аэропорт в 6 утра. Да, потому что в итоге нам не довезли как бы основные такие позиции, обеденный стол как раз не грузили и кресло. Поэтому нам пришлось их дождаться и отснять в такой спешке. Чемоданы уже в сборе, стоят на пороге, таксист ждет, и мы снимаем интерьер. Да, поэтому сейчас вы видите фотографии, то, что снято нами на телефон. Это не профессиональная съемка, но заказчик использует ее дальше для продвижения своей виллы. И она успешно сдается. Более того, он говорит, что там крадут гости вазы и вообще, то есть... В общем, постели заправлены, вазочки стоят, стол засервирован, и наша задача укомплектовать виллу за 10 дней за 3,3 даже миллиона рублей, она выполнена успешно. Можем ли мы это сделать в России? Не спрашивайте. Это такой уникальный случай, что вот в Омане все можно найти в наличии и быстро. В России я даже представить себе такого не могу. В принципе, жизнь в Омане очень дорогая, потому что такси, что еда, они стоят в разы дороже, чем в России. Поэтому здесь, нет такого сравнения, да, и плюс производство все-таки, они везут эту мебель из Турции, из Индии, где затраты на производство другие, да, и цены другие. Поэтому, возможно, они могут себе таким образом нивелировать эти цены. Как вам понравился наш результат? Хотели бы вы отдохнуть в этой вилле? Увлекли ли
Мы вас рассказываем про Оман, туда съездить. Хотели бы вы посетить Оман? Пишите в комментариях и делитесь вашим опытом. Как вы комплектовали, может быть, ваш дом или квартиру супер дешево и супер стильно. Если у вас есть $3,5 миллиона, то можете оставлять заявки на разработку дизайна. Ну а если вы хотите действительно посмотреть премиальные интерьеры, Тяжелый люкс и тяжелый люкс с итальянскими брендами, смотрите наши предыдущие видео апартаментов 1200 квадратных метров в Дубае, в очень крутом здании от Foster & Partners, английской компании, архитектурной, супер известной, в центре Дубая. Мы можем сделать и за $3,5 миллиона рублей, и за 200 миллионов рублей. Вообще просто универсалы. В любой стране. Дубай, Оман, Франция, Турция. Я подумала, что это хороший опыт для коммерческой недвижимости, да, для ресторанов. Ты же их должен быстро сделать и дешево. И нам срочно нужно открывать магазин мебели.